Все, запись повтор пошла. В своих местах Главная проблема в том, что в воздухе был без движков, просто не прочитает потом. Поэтому не прочитал, понятно. Да, тут видишь немножко экшо не появился. Что такое за звук? Поэтому не прочитал, понятно. Да, тут видишь немножко экшо не появился. Что такое за звук? Поэтому не прочитал, понятно. Да, тут видишь немножко экшо не появился. Что такое за звук? Это твое личное дело, куда поворачивать, направо или налево, двигаться вперед или остаться тут. Это никого не ебет, ты сам выбираешь маршрут. Это твое личное дело, чем напиваться, коньяком или пуэром, курить конику или беспонтовое сено с ментолом тоненький или солдатский кэмл. Это твое личное дело, на какую тему общаться с этим неадекватным челом, попытаться договориться, чтобы остаться целым, или достать биту и сломать ему колено. Это твое личное дело, соблюдать правила или гонять по беспределу. Проехав на красный свет, можешь покинуть белый, но это твое личное дело. Рэпер, футбольный фанат, гопник, антифашист, студент, панк или эмо, растаман, спортсмен или коммерсант, ты делаешь карьеру. Это твое личное дело, чей портрет повесить на стену. Эйнштейна, Памелы или Эминема, капитана Немо, Ленина, Кобейна или Нельсона Манделы. Это твое личное дело. Принглс или Эстерелла, Микеланджело или Донателло, Мускат или Изабелла, Сулугуни или Моцарелла, Кайен или Панамера. Это твое личное дело. Спокойствие или нервы, скорость или первый, до упора или в меру. Это твое личное дело. Это твое личное дело. Это личное дело каждого, принимать то, что приходит, или идти на кражу, надеяться на заряженного батю или на то, как карта ляжет. Дело каждого, то, как себя проявит однажды. Их толпа, вас двое за гаражами, бежать или остаться корешами. Личное дело каждого, решайте сами. Навязчивая мечта в зеленых бумажках или пример того, какой жизнью живут старшие по своей воле или по чьей-то отмашке, сам по себе или в общей упряжке. Демократки или наши, Дима или Вова, Крюша или Степашка. Имеешь мнение или хаваешь из общей параши на своем до конца или пляшешь вашим и нашим. Бьешься за правду в суде или с калашиком. Штаты или все-таки Раша, за рулем или в багажнике. Отбиваешь вложенные бабки или за бабки отбиваешь башню. Личное дело каждого, гордиться своим районом и серой пятиэтажкой или ездить по ушам, мол, я рос на патриарших, ладно, тебе привет от наших. Кепка, фуражка, шляпа, каска или панама, тюремная роба или фланелевая пижама, Жанна Фриски или Булата Куджава, свободный художник или жертва жанра, прикинут по-простому или Бобби Кряжин. С кем скажут, с тем и ляжешь.
Быть расплавленный шняк или остаться неподержанным, дорожить любовью или предавать ее скворняшкам. Это личное дело каждого, жить на всю катушку или лоу-баджет, быть по-тихому или по полному куражу. Личное дело каждого. Удачи! Иномарка с мигалками поворачивает в арку, охранник пропускает на паркинг. Среда, Лубянка, тайна светлых коридоров окутана мраком. В кабинетах просторных, шкафы с полками, на полках папки, в папках дела, в них явки, фамилии, имена. Напротив крестики и галки. Не советую покидать пределы колпака, тебя размажу по брусчатке, как таракана тапком. Иногда так охота нажать на паузу, перестать на какое-то время собирать пазл. Жизнь не так уж и прекрасна, я понял это сразу. Пустите сюда еще немного веселящего газа. Глаза видят только то, что им показывают. Средства массовой информации ведут массы к маразму. Видение ситуации у нас немного все это время разное. микрофон Я вырублен был. постоянно пользоваться им прекрасно. Так, далее. Это опасно, это противозаконно. И у кого и смазали, забегает в контору. Мы занесены в базу, но волосок от Где я миллиона. отмечал только Осталось что? приехать по адресу и заполнить форму. У моего Терял. знакомого 2 балкона, там кусты разного Это он тона, забивал только что. размером 5306 пола. Звездочки плавно и падают топс на погоны. exit. Я скотчем обмотаю. 5306.7 Говно приезжает тоннами. Грузовой ВС вагон 045 сопровождает органы. Всё спокойно. Люди 13.2. приезжают строгого отдыха где-то в Мордовии. Вот так. Заплюшки мягкого черного. Новоиспеченный сотрудник Апнона закончил строительство дома где-то под Барселоной. Ну так, нормально. Антона не понимает, где он до сих пор пытается разобраться. Новембр 63 ВС виски 045. Стрёмно. Вокруг Это тьма. промежуточная. Вечер, вторник. Дорога от дома до микрофона. После А, пробок по Садовому. Промежуточная она у нас получается. Здорово закончить запись альбома. 55.00 не забивал, вот 044 Я далее. должен оставаться дерзким. Дальше 5000. Новембр 5000. Новембр 5000.0 047 00 ВС 047 00.0. Отлично. Дальше Нью-Йорк подходим. Это получается у нас Киллзоли Виски и Янки. Новембр 4500. Точка 0. Виски 49.30. Вот так. 44 Новембр 05. Вот она. Вот до этой забиваем, и дальше идем директами. Новембр 44 00.0. Виски 050 00.0. Далее 040, далее про 40, Новембр 43 00.0.
Виски 05500 я не забил. Я 44 забил. Виски 055.0. Правильно? Нет. 05500.0. Тут мы направо пошли. Если я правильно забил. 55.0, да. Ну-ка, где она у нас на этом? А, ну вот, мы уже до сюда дошли. Тут я вот так иду. Вот, дальше мы идем 43 на 50, то нам если будет подмечено. Мы ее только что отметили, вот. Далее, новембр 41.00.0 West 060.00.0 Execute. Тридцать 38-я. Так, что там за песня пошла? Странная. А, я не прочитал, понятно. Да, видишь, немножко. Хорошо, не боюсь. Что такое за... Так. Новембр 38. 0. 255 0. Сейчас к курсу пойду. Новембр 35.00, когда закончу с разбором. Виски 068.00. Виски 068.00.0. Новембр 3000.0. Виски 072. .0. Кстати, там чуть-чуть осталось уже. Новембр 2750. Новембр 2750. .0. Вест 07450. 07450. Я так понимаю, еще 0. Понятно. .0. Что-то. .0. Вот так мы уже подходим. Ох, господи. Все, вот после этой как раз мы уже 30 новембра 072 виски. А, ну вот это можем и не заполнять, кстати. Все, что вот это можем и не заполнять, получается. Ластовые можно снять. У нас 30. Вот это вот крайняя должна быть. Вот это дали делаем. Кстати, получается, с этой забиваем уже по точкам, а не по координатам. Вот так сфотографирую себе на завтра. Вот это фотка, нет, нужно не фотка. Так, 8-я у нас будет по вот этим уже точкам. То есть вот отсюда, то есть мы будем Direct Charlie, November, Oscar, Romeo, Майк 328, трасса. Дальше Таня. И Директ, возьмем Директ Окуги. Так, надо проверить тоже Окуги. Новембр 2319, Виски 80, Новембр 2319, вот это.
Это Apache Arrival. ALS 24 у нас нету. У нас Арнав есть на 24. Арнав будет у нас Акуги Ван. Транзишн. Ну пусть это будет потом. Все получается. Забили на трассу. Забили трассу и получается у нас как? Говно песня. Вот так мы уходим и погнали. Все. С этим решили. Zero fuel weight, то есть такая. Ну, в принципе, можно уже дальше не забивать. Я все уже, все, что хотел, я проработал. Только, блин, почему такие фризы появились какие-то странные? Сейчас норм. При резких движениях, ну хотя это можно. Так. Теперь с HF надо будет разобраться по частотам, как нам работать. В принципе, если в один радар сейчас зайти, мы еще числимся в аэродроме. Сейчас как назло нету тут. А на каких они частотах сидят? Ну, юником понятно все. По CPDLC еще надо, можно посмотреть. Что у нас тут? ATC. Route request, speed request, clearance. Voice contact. Flight information. Вот. Position report надо найти. Position report. Что он сейчас делает? Ну, сейчас отлично, вообще не фриз. Ну, это понятно, бывает такое. Report send. Куда он придет? Менеджер? Превью, точнее. Куда он его отправил?
Hello friends, followers and channel members, Hello friends, followers and channel members, welcome back to another video here in Microsoft Flight Simulator 2020. And with the release of the PMDG 777, lots of people are taking this opportunity to do transatlantic flights. Oceanic flights are of course what the 777 was designed for. So in this video today we are going to look at VATSIM and oceanic flights, basically making it as easy as possible, giving you a straightforward tutorial in how to set up an oceanic flight route, request your clearance from VATSIM, and then whilst you're flying make sure that you do everything you need to ensure. Я сейчас в VATSIM просто стою, я завтра полечу. Спасибо. Ну да, там получается по координатам заполняешь, и это в Lex будет так. Ну они так и читаются, получается, даже посмотреть. Как такие вот точки. Просто их долго заполнять, поэтому тоже на это время надо закладывать. Sure, proper oceanic procedures are followed. So we're currently sat at Edinburgh Airport. We're going to do a fictitious flight today, an American Airlines flight straight across the Atlantic over to JFK. So the first thing we will need to do is plan our flight route. Now today we are just flying a fictional route, American Airlines from Edinburgh in Scotland to JFK on the east coast of New York. This is SimBrief. Most of you will already be familiar with this, and if you're flying particularly the PMDG 777 that's just been released, or things like the Phoenix aircraft, then SimBrief integrates into those aircraft automatically. So if you're not currently a SimBrief user, you don't have to be, but this tutorial is going to be based upon using the SimBrief flight planner. I've got all of my details already entered. There is a tutorial on the channel with regards to creating SimBrief flight plans and things. However, for this video I did want to just touch upon particular points of your flight planning because we need to have a look at the transatlantic waypoints. Now SimBrief will automatically create your flight plan for you, and of course you can also use SimBrief to create your own if you wish, but this is the default flight plan that SimBrief has. Pickle brief link in the video description because we're going to have to report that. Меня вообще треки не интересуют, потому что я по трекам буду лететь. To a part of VATSIM, here it is, and this tells us all of the current active track matchup. Flight plan has been created in SimBrief as well. If you zoom in on the map, it will also show you the different map tracks that are available and show you which one you're using. But it's still always worth checking the latest nav tracks that are currently in use to make sure that they match up with what SimBrief is giving you. So now that the flight route is all set, the next thing that you will need to do is request your oceanic clearance. Now, your oceanic clearance needs to be requested before you get to your first oceanic waypoint. Now, if you recall, our first oceanic waypoint is this one, Pickhill. So we're in Edinburgh at the moment, and we can actually see that our first oceanic waypoint... Ну как они у нас получается? Дигоп. Посмотрим сейчас, как они у нас. Дигоп. Потом Индос. Индос. Крота, Откуп. Откуп. Ну эти я пока не буду смотреть. Получается, как у нас? На Дигоп мы что делаем? Снижаемся 280. Вот все правильно. Дальше идем. Индос. Убираем 300. Если смотреть, ну-ка мне просто интересно. Какой у нас рейс там? Он у тебя. А, это Минск. Можно Минск послушать.
это VHF опять же. VHF и другие. Так, вот, например, Россия 69-27. Почему нельзя на компьютерной версии смотреть? Прошлые эти плейбэк с телефона можно. Вот такие, если с телефоном сравнить. Как у нас будет это? Вот он вышел, набрал 300, судя по этому. Снизился 280. Потом он почему-то вообще 270, ну, 270 снижается. Почему у нас набор? Мы должны под треками наоборот идти. По плейбэк тут не очень. Мы везде будем идти 280. То есть надо на это тоже расчет по топливу делать. Если, например, эти сделаю и поставлю арчи тут. Во-первых, кост индекс 100 надо ставить. А вот, например, вот поставлю рейс как нормальный, 69-27. И, например, эшелон 280 везде поставлю. То есть 28 тысяч футов. Разница в топливе сейчас мне интересно посмотреть. Так мы берем, получается, 120-300. Позывной будет Россия 69-27. Я могу написать даже 69-27. Так, где это у нас? Что я хотел? Разница в топливе у нас какая будет, интересно? Вот разница уже тут прям существенная, то есть. Ну не то, что существенно, но типа 500 килограмм. Но я в любом случае запасом беру. Но лучше на тонны полторы с запасом взять. То есть я сейчас в заметках напишу. 1,5 тонны запас лучше делать. Плюс 1,5 тонн. Потому что и везде FL 280. Потому что мы будем лететь под треками. Если брать актуальную инфу, у них вот этих вот нету всех аэродромов, я так думаю. Запасных, потому что из-за санкций. У нас есть либо выбор. Это по итопсу 3 часа. По итопсу на одном двигателе, в случае отказа двигателя, мы можем, если мы где-то вот здесь будем, 3 часа назад вернуться еще. То есть мы можем вернуться спокойно. Далее, либо вот здесь какой-то аэродром, по-моему, был. Ну-ка, интересно, а вообще есть информация об этом? Actual Alternate Airports for Moscow Varadero. Понятно, короче, ничего нет. Ну и уже, я думаю, уже ближе вот здесь Багамы и так далее, делаем 340 для мода. То что? Сейчас я посмотрю. Я где-то видел, какие у нас можно аэродромы. В интернете. Вот сюда можно. Он не под санкциями, я так понимаю. А дальше уже вот сюда. И топ exit point, и топс. То есть у нас здесь точка закрытия и топс.
И типа... Блин, охренеть просто. Столько нюансов. По радиосвязи еще вот эти HF, VHF, ну, там HF будет. Надо тоже что-то думать. И все-таки вот... Ладно, надо видос посмотреть. We expect to reach it 58 minutes after takeoff. Now, you need to request that clearance Вот clearance, at least 40 minutes before reaching this first one. Пикил. Как он был? Еще раз. Well, if you zoom in on the map, it will also show you the different NAT tracks that are available and show you which one you're using, but it's still always worth checking. А мы какой... У нас под треками маршрута, мы не будем треки использовать. Вот у нас мы никакой не используем. Завтра по этому... Он в жизни будет в это же время вылетать. Сейчас скажу точно, чтобы не обмануть. Сейчас. Ну, у меня будет стрим на Твиче, потому что сейчас я с программой сижу, которая типа VPN. Я думаю, что из-за нее он нормально землю не будет грузить. Поэтому я стримлю в основном на Твиче. На YouTube сейчас просто, потому что стоим, решил на YouTube. Потому что YouTube как бы мне гораздо больше нравится, но стримить я не могу. В 9:30 утра завтра я вылетаю, получается. Как в жизни самолет. И я могу ссылку вам дать на Twitch. Если интересно, зайдете. Сейчас. Потому что все стримы, которые сейчас есть, там, ну, только они не записываются и так далее. Ну, они записываются, но пропадают через время. Как тут ссылку дать? Я в описании еще этого стрима, я думаю, оставлю. Я наш телефон оставлю ссылку. А, можешь просто вот так сделать. Вот, получается, на рабочее. В общем, на этом канале завтра будет стрим, во время только я лечу. В описании этого стрима я тоже его оставлю. И, наверное, следует даже в канале его оставить. Я не знаю, где, правда. Главное... Ну, короче, не важно, потом после этого оставлю на стриме. Ну, нифига я это не видел. Что комментарии оставляли. Жесткая посадка. Вот раньше FPS больше был, я не знаю, в чем это связано. Может, потому что я просто сейчас не привычен 37 смотреть. На 37 у меня, наверное, столько же FPS будет. Ну, точно не столько же из-за модов и так далее. Ну, посадка так себе, но посадка не жесткая явно. Это, наверное, какой-нибудь диванный специалист. А, ну понятно. Всем привет, мы находимся на через. Сейчас у нас акция есть 2, у меня баланс 700. Без комментариев. Честно, 162 до системы этой модели через. Такой не игра в экспедиции.
Блин, бомбит с таких комментариев, честно. Я не видел комментарии все эти. Такие, конечно, вот диванные специалисты молодцы. Я просто в ахере с них. Постоянный страх. Нет. Все уже было. Да ладно, это Баян писать, что он самый безопасный. Симулятор сразу видно огонь, касание переговорами, закрыл 40 аэроплан, должен быть расшмериться АВП. Физика процесс печали, ладно, это без комментариев. Поставь жесткое реверс, нужно пресс сразу по земле, а так довольно неплохо. Стрим превращается в ответ на комментарий. Осень сработал на реверс. Посадка жесткая. Где? В каком месте она жесткая? Я, конечно, не помню, как я сел тут уже. Жестковато, да. Ладно. Но я не думаю, что он лучше меня бы сел. Бля. Ось на реверс не сработала. Посадка в стандартах. Бля, как посадка в стандартах? В пределах нормы, лучше написать. В пределах нормы. Куда летели? Я не помню уже, куда летел. Все, дальше я вроде все. Настройки твоей камеры. Просто это так, просто двигаюсь на стрелочки. А теперь я пошел, летчик пилота ни при чем, их автопилоты начинают отрабатывать параметры в летах. Дачи и думайте. Так, дальше. Симулятор. Что? Примерно год назад, да, 165, по-моему, 165. Все новое. И такое вертикальное трясо привезли в России. Что? У меня такой вертикалки на отрезанном посадке без ветра нету ни на России. Тормози, да, Махачкале всегда все равно не говорит такое. Чё ты несешь, Вася? Если у тебя такой Боинг хороший, я давно просил пока. Чего? Восемь месяцев подписчик, красавчик. Привет, а где скачал такой Боинг? На известно.
Вообще надо покупать. А так есть сайт Симплаза. Страшно, я боюсь летать. Не бойтесь. Блин, столько комментариев принять, оказывается. Схожу в самолете, смотрю на маршруте, учусь дома около 3 лет где-то. 3-4, по-моему. Лет, начиная с FSX. Отрезает Феникс, или другая версия? Феникс. Данная сторона на FX. Это я не знаю. Так, ладно, по-моему, я это видел. Все, короче. Комментарии закончились, интересные. В общем, ссылку я на Twitch дал. Смотрим The дальше. latest nav tracks that are currently in use to make sure that they match up with what SimBrief has given you. So that, and show you which one you're using, but it's still always worth. Чего? Once the flight plan has been created in SimBrief as well, if you zoom in on the map, it will also show you the different nav tracks that are available and show you which one you're using, but it's still Так я не использую никакой трек, у меня не так получится. Все. always worth checking the latest nav tracks that are currently in use to make sure that they match up with what SimBrief has given you. So now that the flight route is all set, the next thing that you will need to do is request your oceanic clearance. Now, your oceanic clearance needs to be requested before you get to your first oceanic waypoint. Now, if you recall, our first oceanic waypoint is this one, Pickhill. So we're in Edinburgh at the moment, and we can actually see that our first oceanic waypoint, we expect to reach it 58 minutes after takeoff. Now you need to request that clearance at least 40 minutes before reaching this first waypoint, absolutely no later than 30 minutes. If we were at an airport, say maybe in Ireland, which is really close to Pickhill waypoint, then you could probably do this whilst you are on the ground, because you're going to be less than 40 minutes away. It's up to remember what you are going to. So Neil just got pushed once for cockpit air traffic control. Oceanic are usually logged on as flight. Вот оно. Контроль range, вот так будет у нас выглядеть это все. Service stations, and you can see this by the FSS identifier in their call sign. So next I'll show you the two ways to request your oceanic clearance. You can either do it via ACARS or you can do it by voice. Alright, so we're on our way, we're about 15,000 feet, we're past that critical stage of flight, and now we're airborne, we've got airspeed, etc. The flight computer will be able to work out roughly what time we expect to hit that first oceanic waypoint. Coming down here on the 777 CDU, obviously every aircraft CDU is different, but basically now we can use this to find the estimated time that we will arrive at Pickhill. If we go to route data, we can see we're estimated to arrive Pickhill at 14:36. Of course, all times are in Zulu time. Now, there are two ways to request your oceanic clearance. The first way is the traditional way, by voice, and the second way, as long as the controller will accept it, is to use ACARS, or the CPDLC system of your aircraft. Most payware aircraft, and even some freeware aircraft, have this option available. In the 777, we would need to go to the communications page, which is down here. Then head to flight information, and then we can request the oceanic clearance. We've already got the flight number in. The ATC facility would be the ATC identifier code found on your client. Most people in Microsoft Flight Simulator will be using vPilot. We'd pop in our entry point then of Pickhill, and we can then, once it's down here, transfer that to there. Flight level, we are going to request flight level 340.
and then we would pop in the ETA, which is 1436. We're also going to get our Mach speed that we would like to enter at, and again, this is something that you would grab from your operational flight plan. Over here we can see, looking under the indicated airspeed, or MN, the Mach number, our Mach speed is going to be 0.83, so we shall pop that in there, 0.83, and then we can use the free text field to tell them any other information. Now, other information that you would put in here in real life are things like the highest flight level that you would be able to accommodate. Again, provide, as we saw, so there we are, we would then going to be flying. So that obviously, as we saw at the start of the video, is Nat C. Information like that can be found in your flight computer. The other information you'd want to provide is which NAT track you are going to be flying. So that obviously, as we saw at the start of the video, is NAT C. So there we are. We would then send that off and wait for a message back giving us our clearance. Now, that's how it's done through ACARS. However, if you wanted to do it by voice, that's fine as well. It's not mandatory for you to have a ACARS CPDLC system in your aircraft using our format controller on Atlantic. So let's have a look at using our voice communications to request this. You will need to provide in a set format your destination airport, your requested NAT track, the estimated time for your oceanic airspace entry, your requested Mach number, and your requested flight level, including the maximum flight level that you would be able to accommodate, just in case they're not able to grant you your requested flight level. Okay, so if there is a oceanic controller online, for our case we would obviously want Shanwick to be online for our oceanic crossing request. Я сейчас запишу Shanwick. We would obviously want Shanwick to be online for our oceanic crossing request. Then we would contact them on the usual COM frequency if we're not using ACARS, and you'd just do that as you would do any other VATSIM air traffic control. And then you have to make your oceanic clearance request using a specific format. So for our oceanic clearance request, if we were doing it by voice, it will go something like this. Shamwick, radio good afternoon. American 132 requesting radio good afternoon. If we were doing it by voice, it will go something like this. Shamwick, radio good afternoon. American 132 requesting oceanic clearance. Requesting oceanic clearance. Oceanic clearance to JF. To over Okay. NAT track NAT track Charlie, and we're estimating Pico at 1437 Zulu, requesting flight level 340. We can take flight level 3. Request 0 у нас максимум 300. 90 speed Mach point. Speed 0.84 я буду здесь следовать. 83.
The Oceanic controller will then read back your clearance. Of course, if there are any differences, you obviously need to read all of that back in full so that both parties know everything is understood. You also should include the current TMI number, which is basically the set of NAT tracks that are currently live. You can find this number on the NatTrack website listed in the video description below. This is the NatTrack website, and you can see the TMI number listed here at the top right of the web page. And this is also a place where you can request your Oceanic clearance on VATSIM as well. This will only work though if there is an Oceanic controller online. You would simply sign in with VATSIM, and then this page then becomes active, so you can fill in all of the details that we essentially have just given by voice and also via ACARS. It's just another way of doing it via a web page rather than doing it in your aircraft. To be perfectly honest, I prefer of course to do it in the aircraft, either via voice or ACARS, as it's a little bit more realistic. Now we can also see here that our original request when we were on the ground back in Edinburgh was an ETA of 1436. We can see it's changed by a minute there. That's no problem, but a reminder, if there becomes a difference of 3 minutes either way, you will need to contact the Oceanic. Так, надо написать это. 3 минуты. To make a re-entry request, because of course with no radar over the ocean, time is very, very important, and that is how the Oceanic controllers separate you from other aircraft. Now, once we've entered the Oceanic airspace, and for our flight today we are over the North Atlantic, we have to make position reports. There are no radars over the large vast ocean spaces, so the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean for example, meaning that the air traffic controllers separate aircraft out by these position reports provided by the pilots. Now in real life these are done either via the ACARS messaging system or they're done by voice communication. Voice communication, however, over the Atlantic is done a little bit differently in terms of using HF radio, high frequency radio. Post report с помощью HF радио, high frequency, высокочастотное, high freq, as opposed to the usual VHF. Now on the VATSIM network, HF radio isn't simulated, so we just have to use the traditional VHF. In real life, HF radio works. Обычный VHF надо будет использовать, ну. Обычный VHF, VATSIM. Жалко, что не реализовали, кстати. Slightly differently because the range of those communications is much bigger, meaning of course that you're able to transmit over larger distances. The downside to HF radio, however, is that it is rather noisy. It's not silent all the time like VHF is. In fact, you get lots of static with HF radio, so pilots often don't want to be listening to the HF radio frequency for 7 hours because, well, that would just be rather annoying and certainly hard on the ears. So pilots will turn their radios off when in oceanic airspace. But then what if the air traffic controllers need to contact them to give them a change in flight level or something like that? Well, this is where a special SELCAL code is used. SELCAL basically is short for selective calling, and every aircraft that enters oceanic airspace over flight level 550 must have SELCAL installed. Now, when you log on to the VATSIM network using vPilot, you'll note that there is a field there on vPilot to enter your SELCAL code. This вот он. does work on VATSIM as well, so be sure to enter a valid SELCAL code. Basically, this can be any combination of letters as long as they are in alphabetical order. Only the letters A through to S are allowed, and you're not allowed to Так, SELCAL от A до S. use India, November or Oscar. India, November,
Оскар нельзя. On the left hand side of your screen are valid cell-cal codes, on the right hand side of the screen codes. Так, вот они. Я их сфоткаю. Какой у нас будет? Скорее всего, я первый возьму. Cell-call. Надо записать, что это. Basically, as well, so the VAT must enter like that. Basically is short for selective calling, and every aircraft that enters oceanic airspace over flight level 550 must have cell-cal installed. Now, when you log on to the VAT, short addition of letters as long as allowed, and you're not allowed to use India, November, or Oscar. On the left hand side of your screen are valid cell-cal codes, on the right hand side of the screen codes that would not be valid. You can ask the VATSIM controller for a cell-cal check, and this is something that aircraft do in real life as well. And VATSIM also do this too. The oceanic controllers transmit an audio sound wave that corresponds to these letters. It sounds a little bit like this. The aircraft on receiving this tone will alert the pilots either via a light or some other alarm system, and the pilots will then turn up the HS radio frequency and contact the oceanic controllers by voice, as they clearly want to get in touch with them. So now important, let's have a look at how to make those position reports and when to make them. Now again, every aircraft is different. In the PMDG 777 they have made position reports nice and easy as per the real aircraft. So again, on the communications page, simply come down to the ATC menu and the position report menu there, and it's all automatically filled in for you. Now obviously at the moment we're not even in oceanic airspace because we haven't reached it yet, but you can see how this all works. It tells the controller what your current flight level is, your next estimated waypoint and time, after that the waypoint after it, the speed that you're doing, and lots of other data as well. If you are connected on the Hobbies ACARS system, you'll then be able to press send, and that information will then be sent, and you can see that it's all gone through if you go to the review page and ATC downlinks, and there you go, we can see our original logon and also the position report being sent there. However, these reports can also be sent by voice. Now again, there is a set format to provide. Так, сейчас position report голосом. Finding position reports when reporting them via radio communication. Let's have a look at, first of all, when we should make these position reports. They should be made at every latitude, longitude waypoint you fly over. So for example, we've got 50 reporting them via radio communication. Let's have a look at, first of all, when we should make these position reports. They should be made at every latitude, longitude waypoint you fly over. So на каждой точке широты долготы нужно делать position report. For example, we've got 56 north, 20 west, and we've obviously got more beneath that. Every time you pass over one of these waypoints, you will need to make a positional report. However, if 45 minutes have passed since your last report, you'll also need to send a position report as well. Каждые 45 минут надо делать position report. Или каждые 45 минут. Well, it's worth starting a timer after you've sent your last report. It's basically whichever comes first, 45 minutes or your next waypoint. If ever you want to change your speed or altitude, again a position report is needed along with your request, and you will also need to send a position report if your estimated time of your arrival for your inbound waypoint changes again by 3 minutes either way. So let's imagine now that we are going to pass over our 56 north 20 west waypoint, and we're going to do our position report for that. This would go something like this. Shamrock Radio, American
132 position report. We'd then wait for ATC to respond to us, telling us that they're waiting for us to pass the message. And then we go American 31. Passing 56 north 20 west, time to passing 56 north 20 west, 56 north 20 west, 56 north 20 west, time 1, time добавляем 458, flight level 340, flight level Mach point Mach 82, estimating 56 north 30. Estimating next waypoint, например, 56:30 будет у нас, будет 56 north, 30 west. 0 west at time 1542. Next is 55 north 40. И следующий еще один. Next. 5:40, например. Номер 5 это 5 north 40 west. West. The controller will obviously read that back, and if there is anything wrong, you obviously need to correct them. ATC read back. Or confirm that that's all fine. Should the time you're expected to be at your next waypoint change by 3 minutes either way, you will need to provide that revised estimate, in which case you would just call up Shamwick or Gander, whichever oceanic controller you're in contact with, and say effectively American 132 with a revised estimate. ATC would then reply, and then you just say oceanic controller. В случае измены времени на 3 минуты. You're in contact with, and say effectively American 132 with a revised estimate. ATC would then reply, and then you just say American with a revised estimate. Без revised estimate. ATC would, and call up Shamwick or Gander. Whichever oceanic controller you're in contact with, and say effectively American 132 with a revised estimate. Revised estimate. Revised estimate. ATC would then reply, and then you just say American 132. We're now estimating a new time of 56 north. Estimating new time at waypoint 20 west at time 1444, or whatever the time has changed by. Obviously it's not going to be much because it's just maybe 4 or 5 minutes away from your original time. A reminder that 3 minutes is key. As soon as it changes by more than 3 minutes, you need to let the oceanic controller know. So that's it really. That is how you cross the Atlantic or the Pacific Ocean. Large ocean. Я понял, все записал. Какие-то лаги, блядь, продолжаются, сука. Непонятные мне. Откуда они вообще взялись? Их никогда не было. Бесит уже.
Скорее всего, двигаться начну, и они перестанут мне быть. Как тоже случалось. Но, блядь, что не раздражающе едет. Ладно, короче.
Нет, работа. Наверное, следует даже... Или Донателло, Мускат или Изабелла. Скорее всего, двигаться начну, и они перестанут мне быть. Так тоже.